Космические новости со Space Week. В этом выпуске последние новости лунной программы НАСА, пилотируемая миссия, лунная база и новый луноход. Телескоп, названный в честь создательницы Хаббла, готовится открывать экзопланеты. Военные взорвали космодром для SpaceX. У Starlink приключения, а Starship готовится к полету. И напоследок космическая статистика за этот год. Поехали! Начнем с последних новостей о лунной программе НАСА. Активно идет подготовка к следующей пилотируемой миссии лунной программы Артемида-3. Мы уже рассказывали, она будет испытательной и пройдет без перелета к Луне. НАСА твердо намерена запустить миссию уже в следующем году. В космический центр Кеннеди прибывают компоненты ракеты СЛС. Например, недавно привезли защитную крышку. Эта ракета запустит пилотируемый корабль «Орион». А компания Blue Origin рассказала подробности о своем тестовом лунном посадочном модуле Blue Moon, который будет испытан на орбите Земли в рамках этой миссии. Оказалось, в нем вообще не будет двигателей и баков, а по сути это будет просто макет пилотируемой кабины. Такая урезанная версия может быть связана с недавней аварией на стартовой площадке компании. Дело в том, что для запуска модулей Blue Moon с топливом им необходима именно ракета New Glenn, другая так просто не подойдет. А своя ракета не полетит, пока не отремонтируют стартовую площадку. Поэтому, кстати, и сроки беспилотной лунной миссии Blue Moon МК-1 тоже пока под вопросом. Компания Blue Origin уже начала ремонт и намерена завершить его до конца года, что очень амбициозно. Но, к счастью, по словам компании, наиболее важные элементы стартового стола не пострадали. Пожелаем же компании удачи, она важный участник лунной программы. А другой важный участник, SpaceX, пока сохраняет молчание. Они должны подготовить свой испытательный лунный модуль HLS для испытаний в миссии Артемида-3. Миссия Артемида-3 – лишь один шаг в лунной программе НАСА. Финальная же амбициозная цель – база на Луне. Проект называется NASA Moon Base. Его представил весной администратор Джаред Айзекман. В рамках проекта Moonbase намечено множество испытательных и разведывательных миссий с привлечением частных подрядчиков. И вот недавно компания Astrobotic представила посадочный модуль Griffin-1, который готовится к испытаниям в лаборатории НАСА перед запуском в конце этого года. Griffin-1 доставит полезные грузы для поддержки первой фазы проекта Moonbase и будет запущен на ракете SpaceX Falcon Heavy. Без SpaceX и тут никуда. Что интересно, перед посадкой модуль выполнит зависание и просканирует и осмотрит местность, чтобы выбрать безопасный участок. Компания Astrobotic полностью интегрировала систему HD LiDAR и камеру в посадочный модуль и уже провела успешную симуляцию посадки. В рамках миссии Griffin-1 должен доставить на южный полюс Луны, в район ударного кратера Нобеле, ровер Astrolab Flip массой около 500 кг. В случае успеха он станет самым тяжелым частным луноходом. Помимо ровера будет доставлено несколько научных приборов как от НАСА, так и от частных компаний. Начинается первая фаза проекта «Лунная база». Для долгосрочного освоения Луны нужен транспорт. И прямо сейчас НАСА тестирует новые луноходы и марсоходы. В пустыне Колорадо четырехколесный вездеход недавно проехал около 26 километров с минимальным вмешательством со стороны группы инженеров. Этот прототип, разработанный в лаборатории реактивного движения НАСА и получивший название Эрнест, используется для изучения автономности и способности преодолевать пересеченную местность. Эрнест является испытательной платформой для будущей лунной миссии. Он способен приподнимать каждое из своих сетчатых колес, чтобы преодолевать препятствия, и обладает улучшенными возможностями самостоятельного принятия решений. Скорость его движения почти на порядок больше существующих марсианских роверов. Размером луноход чуть больше метра, но следующим этапом будет создание аппарата вдвое большего по размеру. Активная подвеска позволяет управлять распределением веса между колесами. С ее помощью возможно даже движение боком и ходьба на колесах. Буквально луноход. С помощью механизма сцепления ровер может переключаться с активной на пассивную подвеску, которая меньше подходит для бездорожья, но более энергоэффективна. В общем, для программы освоения Луны НАСА готовит транспорт нового поколения. А чтобы узнать больше о лунной программе НАСА, подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Перейдем к новостям науки. Космический телескоп Нэнси Грейс Роман прибыл в космический центр Кеннеди во Флориду и готовится к запуску.
Это уникальный телескоп, похожий на Хаббл. Он тоже работает в инфракрасном диапазоне, но имеет поле зрения в 100 раз больше и оборудован матрицей на 300 мегапикселей. Любопытно, что главное зеркало для телескопа было предоставлено разведывательным управлением США. Назначение – поиск экзопланет методом гравитационного линзирования, а также исследование структуры Вселенной. Назван телескоп в честь знаменитой женщины-астронома Нэнси Грейс Роман. Она была главой астрономического отдела НАСА и стала известна как мама телескопа Хаббл. После прибытия телескоп пройдет строгую процедуру очистки. Инженеры удалят любые возможные загрязнения, попавшие на него во время транспортировки, и только после этого переместят обсерваторию в чистую комнату, где начнется подготовка к запуску. Инженерам предстоит провести финальные проверки, испытать солнечные панели, термозащиту и заправить аппарат для поддержания орбиты. Отправится телескоп в точку Лагранжа L2 в 1,5 миллиона километрах от Земли, где присоединится к телескопу Джеймса Уэбба. Запуск запланирован на 30 августа на редкой крутой ракете Falcon Heavy. Снова не обошлось без SpaceX. Мы обязательно будем транслировать этот интересный и важный запуск, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить трансляцию. Общее число активных пользователей Starlink на данный момент превысило 12 миллионов по сравнению с 10 миллионами в феврале этого года и 9 миллионами в декабре прошлого года. В среднем Starlink сейчас привлекает рекордные 26 150 новых клиентов за день. При этом география сервиса продолжает стремительно расширяться. Сегодня Starlink работает более чем в 160 странах и территориях по всему миру. В июле этого года к ним присоединится Кот-д'Ивуар, 28-я африканская страна на карте компании. Но тем временем в Индии спутниковый интернет от SpaceX снова столкнулся с трудностями. Власти страны опасаются, что Starlink может быть использован в региональных военных конфликтах, поэтому сервис до сих пор так и не заработал. На этом фоне индийская компания Jio Platforms рассматривает создание собственной спутниковой группировки. Речь идет примерно о 1500 спутников на низкой орбите в течение ближайших нескольких лет. Для быстрого старта Jio намерена арендовать мощности у глобальных операторов. Это позволит запустить коммерческие услуги как можно раньше. Все мы знаем, что SpaceX очень любит все взрывать. Стоит ли удивляться, что в их интересах космические силы США недавно буквально взорвали инфраструктуру исторической стартовой площадки SLC-6? Расположена площадка на космодроме Ванденберг в Калифорнии. На месте снесенных конструкций будет возведена инфраструктура для запуска Falcon 9 и Falcon Heavy. Построят новый стартовый стол, сборочный цех, площадки для посадки ступеней, водонапорную башню и еще многое другое. Ранее эксплуатацией площадки занималась ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin. Последние 20 лет они запускали с нее ракету семейства Delta-4, которая теперь ушла в историю. Когда-то площадку даже готовили для запусков системы Space Shuttle в интересах ВВС США, но из-за катастрофы шаттла Challenger от таких планов отказались. Публичные документы пока не содержат какой-либо информации о планах на запуске Starship из Калифорнии, но в будущем планы могут измениться из-за ожидаемого роста количества запусков с западного побережья США. А запуски ракет семейства Falcon с обновленной площадки ожидаются не ранее 2027 года. Это позволит увеличить их количество, не нагружая остальные стартовые площадки. Переходим к новостям Starbase. Корабль Starship S-40 наконец-то выкатили на тестовый полигон Месси. Там его ждут огневые испытания с работой всех 6 двигателей Raptor 3, а именно 3 вакуумных и 3 атмосферных. Ускоритель Booster 20 тоже готовится к прожигу. Прямо сейчас он стоит в ангаре Мегабэй-1, где на него, скорее всего, уже началась установка 33 двигателей Raptor 3. Ускоритель вместе с кораблем полетят в 13-м полете Starship. Но конвейер Starbase на этом не останавливается. Подходит к концу сборка Booster 21. В ангар Мегабэй-1 завезли центральную секцию метанового бака, а еще чуть позже подъехала самая верхняя секция ускорителя с интегрированным кольцом горячего разделения. До полной сборки ускорителя остается всего лишь одна секция.
На стартовой площадке ПАД-Б, с которой в мае состоялся 12-й полет, тоже продолжаются испытания. Команды проверяют системы подавления акустических нагрузок и пламя отведения. А вот многострадальный тестовый баг SHIP39.1 прошел еще несколько криогенных испытаний, совмещенных с тестом на продольное сжатие конструкции. Ждем объявления даты 13-го полета Starship. Возможно, он будет уже во второй половине июля. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить трансляцию. А теперь немного красивых графиков и цифр. Вашему вниманию космическая статистика. За 25-ю космическую неделю состоялось 10 запусков. Из них 5 запусков были американскими, 4 запуска китайскими и 1 запуск выполнила Франция. А всего за 2026 год состоялось 150 космических запусков. Это опережает темпы прошлого года. 92 ракеты запустили США. 44 запуска были китайскими. Россия запустила 8 ракет. 4 ракеты Европейский Союз, Япония запустила 2 ракеты, а Индия – 1. При этом 75 запусков за этот год совершила компания SpaceX. Это столько же, сколько все остальные компании и страны мира вместе взятые. А что с космическими станциями? С начала года к ним было 3 пилотируемых запуска. 2 американских, 1 китайский и 5 грузовых запусков. 2 американских, 2 российских и 1 китайский. Были и неудачи. Здесь рекордсменом пока является Китай. С начала года у него 3 неудачи. 2 неудачи у США и по 1 у Индии и Японии. В скором будущем нас ждет еще много интересных космических событий. Китайский зонд Тяньбэнь-2 выйдет на орбиту околоземного астероида Кама-Уалева и приготовится к забору грунта. Ракета «Пегас» самолета запустит на орбиту экспериментальный спасательный спутник. Он попробует поднять орбиту космического телескопа Swift. А Starship S-40 пройдет огневые испытания в рамках подготовки к 13-му полету. Баки корабля впервые заправят топливом. Мы не корабль, но топливо нам тоже необходимо. Это ваши лайки и комментарии. Благодаря им наши ролики рекомендуются новым зрителям. И не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропускать выпуски новостей и трансляций. Спасибо вам и до встречи через неделю на Space Week!